Древние тексты описывают мир, где боги — это не символы, а реальные существа, которые принимают решения, управляют людьми и вмешиваются в ход событий. В шумерских источниках их называют анунаки. Речь идет о цивилизации, которая существовала 6000 лет назад на территории современного Ирака. Именно шумерам приписывают появление письменности, законов, системы управления, а также знаний в астрономии и математике. Мы до сих пор живем по системе, которую ввели шумеры, например, 60 минут в часе. Самое интересное, что шумеры появились уже с готовой системой знаний. Но откуда у них это? Кто мог им это передать? В разных культурах по всему миру повторяется один и тот же сюжет. Существа приходят с неба, дают знания, меняют жизнь людей, а затем исчезают. В текстах есть намеки, что человек был создан не просто так, а для конкретной задачи. И тогда возникает тревожный вопрос. Если анунаки — это не выдумка, то кто они на самом деле? И куда они исчезли? И самое главное, если они уже приходили однажды, что если они все еще среди нас? Ирак. 10 апреля 2003 года. В Багдаде разграблен Национальный музей. Одно из главных хранилищ сокровищ древних шумеров. Всего за несколько дней исчезает около 15 тысяч экспонатов. Это объясняют хаосом после вторжения армии США, когда город остается без реального контроля и начинаются массовые грабежи. Но вскоре становится ясно – уносили не все подряд. В первую очередь исчезли самые древние артефакты. Среди них – клинописные таблички шумерского периода. Это одни из самых ранних письменных источников в истории человечества. Их возраст превышает 6000 лет. Именно на таких табличках зафиксированы факты о создании мира, тексты о богах, описание потопа и представления о происхождении человека. Шумеры первыми разработали систему письма, выдавливая знаки на сырой глине и обжигая ее, благодаря чему тексты могли сохраняться тысячелетиями. Но в апреле 2003 года значительная часть этих артефактов бесследно исчезает. Очевидцы отмечали странную деталь. Среди грабителей были группы, которые шли к конкретным залам музея, пользовались рациями и выбирали определенные предметы, а не брали все подряд. И здесь проявляется странная закономерность. Среди пропавших предметов заметно преобладают артефакты шумерской эпохи, и в первую очередь именно древние тексты. Ни украшения, ни статуи, ни драгоценности, а уникальные источники информации, которые сохранились в единственном экземпляре. Почему из всего многообразия экспонатов были похищены именно они? Существует версия, что это зашифрованные описания реальных событий прошлого. И тогда произошедшее в Багдаде выглядит уже не как хаотичное ограбление, а как целенаправленное изъятие самых ценных артефактов, способных полностью перевернуть наше понимание о происхождении человечества. Долгое время ученые не могли расшифровать шумерскую клинопись. Ситуация начала меняться лишь в первой половине XIX века, когда в марте 1843 года французский консул и исследователь Поль-Эмиль Ботта проводит раскопки на севере современного Ирака. В районе Хорсабада он находит остатки огромного дворцового комплекса. Под слоями земли скрывается целая система помещений – залы, стены, осколки статуй. Пространство заполнено изображениями богов и царей, а главное – надписями, выполненными шумерской клинописью. Это становится первым серьезным материальным подтверждением того, что описанные в древних источниках царства не были вымыслом. И здесь появляется еще одна важная деталь, которая выбивается из общей картины. Барельефы, найденные в этих комплексах, выполнены с поразительной точностью. Соблюдены пропорции, повторяются одинаковые элементы и сложные узоры. Это говорит о том, что у мастеров была выверенная система стандартов, словно они работали по четким шаблонам и инструкциям. Спустя десятилетия археологические открытия продолжаются. Исследователи откопали руины города Ур, одного из ключевых центров древней Месопотамии. Ранее этот город воспринимался как миф. Здесь обнаруживают зиккурат – ступенчатое сооружение, выполняющее функции религиозного и административного центра. Рядом были обнаружены захоронения с золотыми украшениями и большим количеством клинописных табличек. И вот что интересно. При анализе конструкции зиккуратов выясняется, что они ориентированы по сторонам света с высокой точностью. Это требует определенных знаний в области астрономии и геометрии.
На этом фоне внимание ученых сосредотачивается на самих шумерах. Именно им приписывают формирование целого ряда базовых элементов, свойственных цивилизации, от развитой системы земледелия до сложной системы управления, образования и развития науки. И все это в 4-м тысячелетии до нашей эры. При этом найденные таблички содержат подробные мифологические описания, в центре которых находятся анунаки. Система богов в Месопотамии выглядела как четкая пирамида власти. У каждого своя роль, свое место и свои обязанности. Однако анунаки в этой структуре занимают особое положение. Они не просто находятся на вершине, а как будто выходят за пределы системы, словно речь идет о существах совсем иного порядка. И это подтверждается фактами. В ряде текстов анунаки описываются не как объекты поклонения, а как те, кто принимает решения, распределяет задачи и контролирует процессы. В клинописных текстах анунаки представлены не как абстрактные силы, а как конкретные живые существа. На сохранившихся барельефах они изображаются намного выше людей, в одинаковых головных уборах, больше напоминающих шлемы. В руках у них обычно странные предметы – жезлы, цилиндры и небольшие сумки, которые выглядят одинаково на изображениях из разных частей света. Удивительно, но эти объекты находят не только на территории Месопотамии, но и в регионах, которые не имели с ней никакой связи. Есть и еще одна странная деталь. В текстах упоминается, что этих существ окружало сияние, будто они буквально светились или были окружены чем-то, чего люди того времени не понимали. В аккадском языке для этого используется слово «мелам», термин, который обозначает не просто свет, а некую энергию или поле, вызывающее страх и трепет. Если вам интересно, что будет дальше, поставьте лайк этому видео. А дальше становится еще загадочнее. В одном из древних текстов Месопотамии, Энума Элиш, появление человека описывается как процесс. В этом тексте часто используются слова «создать», «смешать», «завершить». Особое значение имеет цель создания человека. В шумерских мифах говорится, что до людей жили игиги, существа, которые выполняли тяжелую работу. В какой-то момент они перестали подчиняться. Произошло восстание, и после этого ануннаки приняли решение создать человека как замену им. То есть человек изначально рассматривается как тот, кто должен выполнять конкретные задачи. Та же логика есть и в других текстах. В эпосе об Атрахасисе говорится, что людей становится слишком много, и их шум начинает мешать богам. После этого следуют попытки сократить численность людей. Сначала через болезни и голод, а затем через всемирный потоп. И здесь возникает еще один нюанс. В оригинале слово, которое переводят как «шум», может означать не только звук, но и активность, возмущение и нарушение порядка. То есть проблема могла быть не в громкости как таковой, а в том, что человечество начинает выходить из-под контроля. Есть еще один источник, который часто вызывает вопросы у ученых. Список царей – это табличка с перечнем правителей, всего около 140 имен. Но главное здесь – сроки правления. Первым правителям приписываются невероятные сроки власти. Не десятки лет, а тысячи. Один из них правил 36 тысяч лет. И это не единичный случай, а повторяющаяся картина. Но затем ситуация изменилась. Сроки их власти вдруг сократились до десятков лет. Почему так произошло? Причина вас точно шокирует. О ней мы расскажем чуть позже. В библейских текстах тоже упоминаются люди, живущие сотни лет. Тот же Мафусал, которому приписывают 969 лет жизни. Почему такие совпадения появляются в разных источниках? Есть версия, что речь может идти не совсем о людях в привычном смысле этого слова. В шумерских текстах часто упоминаются «те, кто пришел с небес». В таком случае цари из списка выглядят уже не как вымышленные фигуры. Эта идея стала особенно популярной во второй половине XX века, когда Захария Ситчин опубликовал книгу «12-я планета». Изучая шумерские тексты, он предположил, что анунаки – это не боги, а представители другой цивилизации, которые могли появиться на Земле очень давно. По его интерпретации, они не только взаимодействовали с людьми, но и сыграли ключевую роль в их появлении. Более того, он связывает их происхождение с планетой Нибиру, которую считает частью Солнечной системы. И здесь появляется еще одна деталь. В шумерских текстах действительно упоминается небесное тело под названием Нибиру, которое описывается как нечто,
пересекающее небо и связанное с богом Мардуком. Однако в научной интерпретации это чаще связывают с Юпитером или определенной астрономической точкой, а не с отдельной планетой. Захария Ситчин утверждал, что цель прибытия ануннаков была вполне практической. Речь шла о добыче ресурсов, в первую очередь золота, необходимого для стабилизации атмосферы их родной планеты. В таком контексте человек уже не выглядит случайным созданием. Он рассматривается как существо, специально приспособленное к условиям Земли и к выполнению конкретной тяжелой работы. В некоторых переводах прямо говорится, что люди должны нести бремя богов. Если смотреть шире, интерес вызывает и география. В Южной Месопотамии действительно находят древние шахты и следы ранней добычи ресурсов, причем в ряде случаев речь идет о периодах, когда технологии, по официальной версии, еще находились на примитивном уровне. Есть гипотеза, что часть ресурсов могла поступать из районов, удаленных на тысячи километров, например, из долины Инда или даже из Африки. И что особенно важно, в ряде таких мест находят следы не хаотичной добычи, а организованных работ, тоннели, системы проходов, повторяющиеся структуры. Это создает ощущение, что процесс был не эпизодическим, а системным. И на этом фоне особый интерес вызывают археологические находки, которые все сложнее вписать в привычную картину прошлого. В 1927 во время раскопок в южной части Ирака археолог Леонард Вулли обнаруживает захоронение царицы Пуаби. Это одна из самых известных находок шумерской эпохи. В том же регионе, но уже в Вавилоне, находят вещи, которые вообще не должны существовать в древнем мире, от сложных механизмов до багдадской батареи, которая могла вырабатывать электричество. Мы подробно разобрали это в отдельном видео, обязательно посмотрите его позже. Там вопросов становится только больше. Вернемся к Ираку. В гробнице царицы Пуаби находят десятки килограммов золотых украшений, головные уборы, музыкальные инструменты и останки более 60 человек, сопровождавших правительницу в загробный мир. Однако особое внимание привлекает не это. Череп Пуаби выглядит необычно. Он кажется более массивным и вытянутым, чем у большинства людей. Похожие находки фиксируются и в других регионах. В Египте обнаружены десятки черепов вытянутой формы, особенно в период правления Эхнатона. Это фараон, правивший примерно в XIV веке до нашей эры. И здесь добавляется еще один факт. Изображения самого Эхнатона и членов его семьи также имеют вытянутый череп, узкое лицо и непропорционально длинные пальцы. В Южной Америке найдено более 300 таких черепов, причем часть из них отличается не только формой, но и объемом. Он больше нашего черепа на 25%. Официальное объяснение – искусственная деформация. В ряде культур младенцам намеренно изменяли форму головы с помощью повязок, однако при искусственной деформации форма черепа меняется, но объем остается тем же. При этом у части найденных черепов фиксируется именно увеличение внутреннего пространства, а также изменения в строении костей. Это уже сложнее объяснить простым внешним воздействием. Некоторые образцы также демонстрируют отличия в количестве и расположении швов черепа. Кроме того, анализ ДНК, проведенный на части находок в 2016-м, показал отклонения, которые не удалось однозначно сопоставить с ДНК человека. В разных частях мира у народов, которые не имели контакта друг с другом, появляются схожие сюжеты, существа, приходящие с неба, передающие знания и влияющие на жизнь людей. В Месопотамии это ануннаки, в библейских текстах – нефилимы, в апокрифах – так называемые наблюдатели, в других традициях – боги, вступающие в связь с людьми. Почти везде эти существа выполняют одни и те же функции. Они обучают людей, контролируют их быт, иногда наказывают, периодически исчезают и появляются снова. Иногда их описывают как гигантов, иногда как полубогов, но в основе одна и та же идея – кто-то пришел извне. В книге Еноха, которая не вошла в каноническую Библию, наблюдатели не просто приходят на Землю, они передают людям конкретные знания – металлургию, астрономию, обучают их обработке камня. То есть речь идет не о духовном наставничестве, а о полноценном технологическом вмешательстве. И здесь возникает еще один момент. Во многих текстах подчеркивается, что эти существа нарушают некие правила. Например, в той же книге Еноха наблюдатели наказываются за то, что вмешались слишком сильно и передали людям то, что не должны были передавать. И есть еще один факт, который часто упускают. В древнейших текстах эти существа почти никогда не называются богами в современном понимании.
Это более поздняя интерпретация. В оригинальных формулировках речь идет о тех, кто сошел с небес, или тех, кто наблюдает. И здесь возникает логичный вопрос: в какой момент они стали богами? И самое главное, куда исчезли эти существа? Одна из версий уводит к катастрофе, о которой говорили почти все древние культуры, к Великому потопу. И здесь появляется еще одна важная деталь. Во многих мифах потоп – это не просто стихийное бедствие, а управляемое событие. В шумерской традиции кто-то целенаправленно принимает решение о начале потопа. В других культурах прослеживается та же логика. Есть причина, есть инициатор, есть цель. И тогда потоп выглядит уже не как случайность, а как точка обнуления. В начале 20 века на юге Ирака археологи обнаружили мощный слой ила в районе древнего города Шуруппак. Этот слой относят примерно к концу 3-го тысячелетия до нашей эры. По своему характеру он не похож на обычное наводнение. Такие отложения возникают при событиях гораздо более масштабных, способных разрушать целые города. Этот слой фиксируется не только в одном месте. Аналогичные отложения находят и в других городах Месопотамии, но на разных уровнях. Это означает, что речь может идти о серии катастрофических событий, происходивших в разное время. Именно с этим периодом совпадает важная деталь в шумерском списке царей. В тексте сначала перечисляются правители и тысячелетние сроки их правления. И в какой-то момент появляется короткая запись о том, что потоп прошел по всей земле. После этой строчки список обнуляется. Дальше уже идут другие города, другие имена, и сроки правления резко сокращаются. Это выглядит так, будто прежняя система была полностью разрушена и заменена новой. Именно с этим рубежом связывают фигуру Зиусудры, известную из других шумерских источников. В найденных табличках говорится, что он получает предупреждение о катастрофе, строит судно, переживает потоп и после этого получает особый статус. Ему даруется жизнь, как у богов. По данным сравнительных исследований, более 80% древних культур имеют собственные истории о Великом потопе. И в этих историях повторяется одна и та же структура – предупреждение. Человек, который выживает, средство спасения и начало новой истории человечества после катастрофы. Геологи добавляют к этому еще один факт. После последнего ледникового периода уровень Мирового океана поднялся примерно на 120 метров. Для древнего человека это выглядело как конец мира. Вода поглощала землю, исчезали поселения, рушился привычный мировой порядок. Но куда интереснее другое. Во многих древних культурах есть не просто рассказы о пришедших с неба, а намек на цикличность их появления. Они приходят, меняют ход истории, исчезают и обещают вернуться. Каждый такой визит сопровождается технологическим скачком. Появляются знания, технологии, меняется само мышление и мировоззрение людей. Если посмотреть на историю развития человечества, она действительно идет неравномерно. Тысячелетиями изменения минимальны, и затем происходит резкий скачок. Развивается земледелие, появляется письменность, строятся города. Сторонники палеоконтакта видят в этом след внешнего вмешательства, и тогда возникает тревожный вопрос. Если такие циклы действительно существуют, на каком этапе сейчас находимся мы и не приближается ли следующий? В древних представлениях часто появляется идея перехода между мирами. У шумеров эту роль могла играть Нибиру, не просто небесное тело, а место, откуда приходят и куда уходят. Кстати, если хотите отдельный выпуск про планету Нибиру, напишите об этом в комментариях. Судя по древним текстам, эта тема действительно очень интересная и необычная. Если допустить, что это не просто миф, тогда речь идет не об одном событии, а о повторяющемся процессе. О цикле, который уже происходил и может повториться снова. В таком случае человек выглядит не как конечный результат эволюции, а как существо, которое создали и оставили развиваться в жестких земных условиях. За тысячи лет человечество прошло путь от каменных орудий до космических технологий. Сегодня мы уже не просто смотрим в небо, мы сами посылаем сигналы в космос, надеясь однажды услышать ответ. И, возможно, главный вопрос уже не в том, существуют ли ануннаки, а в том, сможем ли мы понять, кто именно однажды нам ответит. А вы что думаете об этом? Пишите в комментариях.